Дорогие друзья, всем привет! Это Дима Малыш. Я нахожусь в Канаде, а именно в Британской Колумбии. Наше сегодняшнее путешествие мы начнем с прекраснейшего места, с уникального места, которое находится в скалистых горах, в заповеднике под названием Мунчо Лейк. Необычайно красивое место. Тихо, спокойно. Сейчас самое-самое утро, рассвет. Я здесь нахожусь уже минут 40. Специально ждал, пока светает, чтобы заснять вам эту красоту. Озеро Мунчо находится 817 метров над уровнем моря. Или над уровнем океана. Это великолепное место. Еще раз повторюсь, заповедник. И, по-моему, единственное место в Канаде, где обитают канадские баффало, бизоны. Очень, наверное, похожие на белорусских зубров. Они очень часто встречаются вдоль дорог, по дорогам ходят. В общем, ареал обитания именно вот здесь у них находится, где-то в радиусе 200 километров в этом заповеднике. Сейчас январь месяц 2021 года. Когда я здесь был летом, в 2020 году, вода здесь просто изумительная. Она такая, не знаю, зеленая, янтарно-бирюзового цвета, прозрачная, красивая. Очень здорово. Видите, мы находимся сейчас на обзорной площадке, где можно как раз лицезреть полностью все вот это место, как на ладони. Вот. И здесь также находится, вот у нас Мунчо Лейк. Вот называется Питерсон Маунтин, гора Питерсон. Вон она виднеется. Так, какой-то Sentinel Range, Terminal Range и Аляска Хайвей, ребята. Аляска Хайвей — это то, где мы сейчас с вами находимся. Я двигаюсь из Аляски, двигаюсь в основную Америку, штат Вашингтон, город Сиэтл. Коллега поехал. Ну что, поехали. Это путешествие по Британской Колумбии. Вот же матушка природа, а? Постаралась. Посмотрите, какую красоту она сотворила. Посреди гор. Такое озеро, а? Я теперь понимаю, почему здесь бизоны живут в такой красоте. Я бы тоже. Ну, хотя, ну что здесь делать? Конечно, понятно, что жить здесь это сложно. Хотя здесь есть небольшая гостиничка. Небольшой мотель, то есть вы можете сюда приехать на пару дней. Лодка, рыбалка и все такое. Мне интересно, вон там справа на озере стоит как будто бы палатка, как будто кто-то там сейчас занимается зимней рыбалочкой. Я знаю, что камера отдаляет, поэтому вряд ли вам будет видно, но я уверен, что это палатка с рыбаком установлена, потому что там, я смотрю, припаркована машина, палаточка, а вдоль... А что же красное там такое? Что-то еще стоит, интересно. Вот же здорово, да? Человек приехал себе, разложился и рыбку ловит, а? Снегоход у него там. В общем, все как положено. Да, вот это называется жить в кайф. Вот это называется жить в кайф.
когда ты можешь приехать вот так вот, черти знает куда, к черту на куличке, поставить палатку, машину и пойти на лед ловить рыбу в горах один, на прекрасном озере. Это да, это круто. Вот такое вот место диковинное. Конечно, Британская Колумбия не только славится этим озером, просто мы начали отсюда. Мне очень хотелось вам его показать зимой. Ну вот, долг выполнен. Теперь можно ехать смело дальше. Итак, следующая точка для остановки у нас будет городочек Форт Нельсон под названием Форт Нельсон. Ехать мне туда 240 километров. Часа за 3 должен добраться. Не знаю, буду я там останавливаться, не буду. Возможно, может быть, на обед остановлюсь, а может дальше поеду. Посмотрим. Ну, на 5 минут точно остановимся, перевести дыхание. А вот и виднеется верхушка горы Stone Mountain. Каменная гора, так она называется. И в честь нее назван этот национальный парк. Национальный парк Каменная гора. Честно говоря, с этой стороны сложно ее разглядеть, но когда едешь оттуда, с юга, то она очень напоминает именно вот пирамиду, египетскую пирамиду. Как-то странно она так вот то ли расколота, то ли так она обвалилась, то ли что. Но там прям вот четко видна, как будто бы как пирамида. Тоже красивое зрелище. Ну что, мы идем у подножья реки, вдоль ущелья. Река замерзшая. А вот она, хорошо видно нам, эта гора Stone Mountain. Видите, самая высокая вот верхушечка виднеется. И вот так вот тихонечко, змеечкой сейчас мы проедем по этому ущелью и потом уже выйдем на более-менее ровную поверхность. Вот забавно, в некоторых местах едешь, елки по бокам дороги, зеленые-зеленые, кажется, что снега никогда и не было. А проезжаешь пару километров, посмотрите, все деревья беленькие стоят, такие обледенелые, ну и получаются такие, знаете, как нарядные кроны у них. Выглядит, конечно, шикарно. Все потому, что где-то туман, допустим, здесь вот река идет горная, она в некоторых местах она не замерзает. Вот. И получается, что испарение идет. На улице мороз, идет испарение. И деревья вот такой вот корочкой покрываются зимней. Вот у нас слева река виднеется. И вон проглядываются некоторые места, которые не замерзли, потому что там течение сильное идет. И даже в суровые морозы она не замерзает.
Да, круто, забавно. Сейчас вот от реки отдалимся, и опять деревья обычными будут уже. Зелененькими. Елки зелеными будут. В общем, кажется, вроде бы как бы и обычное что-то все, да, дорога, природа. А если смотреть под правильным ракурсом, то видишь не только дорогу, не только как бы природу, а намного больше. Так, сейчас небольшой поселок заезжаем. Называется Todd River. Вот так он расположился в открытой местности, видите? Он небольшой, но поселок. Не знаю, может, на каких 15-20 домов. И вот живут люди, видите? Неизвестно где, посреди сурового края. Даже этот с левой стороны вон посадочная полоса, даже небольшой аэропорт местный есть. Так, тут справа у нас небольшая заправочка, небольшая гостиничка, даже магазинчик есть. Ну, вообще, жить можно. Что надо? Магазин, заправка и дома. Все. Ну вот, все, закончился поселок, выезжаем обратно. 2 минуты поселка. Вот такие интересные мосты встречаются. Их немного, штуки 4, по-моему, 4-5. Значит, они выполнены сеткой. Сделаны из сетки. Скорее всего, это сделано против обледенения. Вот, посмотрите, видите, сеточка такая, раз. Двигаться по ним больше, чем 50 км в час запрещено. Вот сейчас по реке проезжаю. Ай-яй-яй, она наполовину замерзла, а наполовину еще нет. И вода такая прямо зелено-голубая, горная, ледяная, красивая. Вот это у нас река Todd River. С левой стороны получается, конечно, плохо видно, но там есть места, где река не замерзла. Хотя на улице, ребят, минус 15. Вот удивительно. Небольшой снежок идет. Если на камеру видно, получается, как дымка стоит. Это не дымка, это такой мелкий снежочек падает. Главное, чтобы он таким и оставался мелким, чтобы не перерастал в сильный снегопад, а то будет ехать сложновато. Сейчас прекрасно едется. Мы уже проехали все самые сложные участки за последние пару дней. Сейчас вроде бы как должно быть полегче. Прогноз погоды смотрел, обещают вроде бы сухо. Ну, такой вот легкий снежок, это нормально. Но погода штука непредсказуемая. Кто знает, что нас ждет впереди. Синоптики это одно, а по факту иногда бывает совсем по-другому.
Как там говорится в поговорке, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Это я по поводу снега. Я говорю, маленький-маленький снежок. Вот он так и идет, маленький-маленький. Однако, как видите, буквально, не знаю, сколько я проехал, полчаса, минут 40. Дорога становится все белее, белее, белее. Видимо, не ожидали сегодня снежка здесь, товарищи. Здесь такой коварный поворотик. Прям еще и у нас небольшой спуск. И поворотик. Надо быть очень аккуратным. Я говорю, скорее всего, снежка не ожидали. Дорогу вчера почистили, а песочка я не наблюдаю на дороге. Ну и вот так вот оно сейчас заметет. Ну что, будем надеяться, что это не надолго. Или сейчас опять получится, что я сказал гоп, и через час будет еще похуже. Полчаса назад навстречу поехало мне, наверное, 4 грузовика, 4 фуры, нефтяники. Я смотрю, как-то удивительно едут ребята, они все в снегу. Вся радиаторная решетка у них в снегу, прицепы заснеженные. Думаю, что-то здесь не то. Думаю, как-то удивительно. У меня вроде бы снега нету, а у них есть. Видимо, тут что-то нехорошо. Короче, сейчас будет, походу, подъем. Когда стоит знак вот такой, колеса с цепями, обычно ожидается подъем. Спуск и подъем. А тут особо и не разгонишься. Потому что здесь повороты такие. Как бы сейчас осилить бы эти подъемы. Как бы не наделать ошибок. Потому что по такому снегу можно на горочку и не забраться. Ладно, сейчас будем смотреть. С горочки будем тихонечко. А как увидим подъемчик, будем сразу же набирать скорость. Потому что можно и не вылезти. Но дорога, конечно, красивая. Такая прям вообще белая-белая. Сразу видно, песка и земли на дороге нету. Потому что если был бы песочек, то было бы такая, знаете, уже коричневая, уже грязный снег был бы. Так, вот здесь надо, конечно, быть предельно внимательным, потому что может в сторону кинуть, и отбойник не поможет. Сейчас двигаюсь не быстро, знаки стоят 60, я еду где-то 45 км/ч. Видали, какие тут справа обрывы? Не хочется слететь туда. Что у меня мысли такие посещают в голову. Может, надо было цепи одеть? Было бы спокойней. Я вот просто не помню, будет здесь подъем или не будет. Потому что если вот такая дорога, то нормально, прорвемся. Но если будет подъемчик, можем не залезть. Ах ты ж, матушка природа, что ж ты
издеваешься надо мной. Так, здесь надо совсем тихонечко. А колесики-то прокручиваются уже. Так, походу начинается небольшая горочка. А я совсем скорость уже сбросил. Попробуем чуть-чуть разогнаться. Давай, 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 дружище. Давай, давай, давай. Не хочется здесь останавливаться. Так. А снежок все усиливается. Ребята, где же вы, те, кто дороги чистят? Я, конечно, про других ребят спрашивал, а тут вон у меня, пожалуйста, Карибау. Олени местные. Эй, дружище, ну-ка прочь с дороги. Мне тут вообще останавливаться никак нельзя сейчас. Так, вон уже парнишка стоит, двойничок. Наверное, цепи одевает или скидывает. Сейчас, скорее всего, и мы там остановимся. Что-то мне этот, ребята, там спуск начинается. Надо остановиться, я думаю, надо одеть цепочки. Но будет все печально. Закончится все нехорошо. Что уже на маленькой скорости еду, и у меня начинает возить. Вот сейчас здесь мы и остановимся. Эй, как дела, мужик? Нормально, нормально, вот, чищу. Как думаешь, это нормальное место, чтобы одеть цепи? Они не нужны тебе здесь. Нет? Там впереди подъемы или спуски? Там есть и подъемы, и спуски, все зависит от того, как ты загружен. Ты пустой или как? Я пустой. Ну, я думаю, у тебя не возникнет никаких проблем, в принципе. Все будет в порядке, можешь не переживать. Ты знаешь, я просто еду уже 40 километров в час и чувствую, что меня начинает тягать по дороге. Окей, да. Так я вот и думаю, может быть, одеть цепи, как думаешь? Не, ну я не знаю, в принципе, можешь одеть. Как далеко еще там снег будет идти? Ну, до Форт Нельсона точно будет идти снегопад, может, не такой сильный. Не такой сильный, как здесь. Нет, может быть, не такой, как здесь, но в целом, конечно, он там пройдется немножечко. Ладно, ладно. А ты приехал с 37-й дороги? Нет, я с 97-й, Аляска Хайвей. Нет, но если ты чувствуешь, что тебе нужно одеть цепи, как бы будет спокойнее, то в целом ты можешь одевать, в принципе, ничего страшного в этом нет, как бы решать сам. Ты знаешь, я все-таки думаю, что да. Всего лишь 2 цепи на ведущие колеса и... Ну да, если тебе да, так спокойнее с будет. цепями я буду более безопасен. Спасибо тебе. Давай, спасибо. удачи. Ну, в общем, дядька говорит, да не, говорит, нормально, говорит, зачем тебе цепи? Ты, говорит, груженый или пустой?
Я говорю, пустой. Ну, до Форт Нельсона 142 километра. Он говорит, там, ну, как бы еще снежок будет. Сильных спусков, подъемов тут нету. Он говорит, ты вроде пустой, должен доехать. Но что-то, ребята, мне очково. Он говорит, ты, говорит, смотри по обстоятельствам. Говорит, если тебе будет спокойней с цепями, говорит, одень цепи, говорит, ничего страшного. Поэтому пойдем сейчас оденем цепки. Честно, сейчас подспокойней мне будет. Вот, и поедем уже на цепях. Я не знаю, ребят, может вы скажете, Димон, ты зря это все затеял. Зачем ты одевал, не знаю. В общем, ребят, одел я цепи. Затянул все 4 кольца на максимум затянул. Здесь еще старую прошлогоднюю цепь поставил. На 2 колеса только поставил. Прицеп не буду. На ведущие. Так, дальше, что у нас здесь? А здесь новую. Это я покупал новые цепи специально ради вот этого ключа. Потому что мой старый ключ где-то потерялся. Их 2 было. 2 потерял. Пришлось купить, короче, цепи. Ну, нормальные, хорошие. Они легко налезли очень. Только вот они как-то не очень туго у меня сидят. Сейчас я их этими резиночками подтяну. И выдвигаемся. Значит так, друзья. Объясняю. Может, это не нужно делать, но все же. Цепи я одевал для себя. Мы находимся в Британской Колумбии. Неизвестно где. Неизвестно почему, как говорится, вдали от дома. Один на дороге. И оправдываться перед кем, говорить, что типа, о, я крутой, проехал без цепей. Или наоборот, смотрите, как я умею, я одеваю цепи. Нет, ребята, я их одел для своей безопасности. Может быть, я их сниму через 20 минут, не знаю. Но я обещал дома жене и дочке, что я буду ехать аккуратно, буду соблюдать правила. Здесь нету правила, никто не заставляет вас одевать эти цепи. Никто. Это лишь на ваше усмотрение. Хотите – одеваете, хотите – не одеваете. Если вы в себе уверены, что вы заберетесь на горочку и что вас никуда не стянет, вперед. Я немножко за этот счет попереживал и решил одеть. Все. Вот такие вот дела. Сейчас посмотрим, как дорога станет чуть-чуть получше, остановимся и снимем их. Это не проблема. Главное, ехать на цепях быстро нельзя. Где-то 40-50 километров в час. Аккуратно, тихонечко, чтобы резину не побить. Вот, и все будет в порядке. Потому что, видите, снежок усилился. Мужик сказал, что, ну там, да, немножко снежка еще посыпет. А уже возле Форт Нельсона уже дорога более-менее нормальная. Lightly snow. То есть, ну так, слегка. И вас, ребята, призываю быть благоразумными. Не поленитесь. Потратьте время ради своей безопасности и безопасности окружающих. Все. 5-минутка, как говорится, информационная закончилась, а я продолжаю дальше двигаться. Проехал километров 20, уже
Снег, конечно, не перестает идти. Я не могу сказать, что он стал меньше или больше, но здесь, по крайней мере, уже дорогу видно и песочек подсыпан. Видимо, наверное, недавно кто-то проходился, поэтому там впереди еще мост железный, дабы уже не калечить цепи, потому что по снегу, да, хорошо, но когда уже начинается дорога, лучше уже без них. Все, снимаем. Пусть недолго я проехал, но, ребята, безопасно. Значит, что мы делаем? Я уж, извините, не показывал, как я это все дело ставил, потому что особо не было там времени у меня. Значит, вот видите, этот ключик так руками и не этот. Вот раз. Чуть-чуть они, видите, ослабли у нас даже. Вот раз, два, три, 4. О, коллега полетел. Вон, видите, сразу вот он проскочил. И дорога слегка размялась. Нормально. Все. Сейчас снимаем это дело и полетим дальше. Да, потерял немножко времени. Да, согласен. Но, слушайте, береженого Бог бережет. Так, вот раз. Сейчас я... Так, два. Потом я вторую пойду сниму. Чуть-чуть проеду вперед. И цепи из-под колес достану. Зато я уже знаю точно, что все в порядке. И за меня можете не волноваться. Ну, как говорится, лишний раз попрактиковал с цепями. Так. Здесь, видите, старая цепь, чуть-чуть другое крепление. Все. Сейчас вперед проеду. Конечно, снимать их гораздо легче, чем одевать. Одевать там надо чуть-чуть поэтому, но все равно это все быстро делается. Так. Ну что, метет. Метель красавица. Интересно, долго ли это будет, недолго. Ну, наверняка до Форт Нельсона уж точно. А это еще 115 километров. 1,5 часа. Ну, по такой погоде, может, и 2. Да, вот уж матушка природа выдает. Интересно, что там будет после Форт Нельсона? Будет посыпать или закончится? Оно как бы все это хорошо, красиво. Но я вот думаю, мне тут ехать надо. Не знаю. Ну ничего, потихонечку, аккуратненько, да, выберемся. Настало время объявить наших новых победителей в розыгрыше призов. Итак, сегодня у нас будет на розыгрыш 2 бинокля с Аляски. И, конечно, как я обещал, главный приз – номерной знак с Аляски. Достаточно с приятной такой вот номерной комбинацией. Итак, давайте приступим. Первый приз, бинокль, получает у нас Гунтис Иванов. Привет, большое спасибо за потрясающие видео и пейзажи. По поводу шума грешил на новый генератор. Гунтис, спасибо большое за комментарий. Напиши мне в Инстаграм, и я с тобой свяжусь по поводу получения бинокля. Итак, второй приз, еще один бинокль, получает Андрей Томенко. Удачи тебе, ждем следующее видео. Спасибо, Андрей, тебе тоже удачи. Итак, ребят, главный приз, номер с Аляски, получает Александр Я. Привет, Дима, смотрю твои ролики и восхищаюсь природой, да и переживаю за дорогу, как будто с тобой вместе в рейсе. Видео твои полны позитивной энергии. Я сам не раз ездил в сильные морозы и попадал в черную пургу. Удачи тебе на дороге.
Спасибо большое, Александр. Тебе тоже удачи. Все ребята, свяжитесь со мной в Инстаграм. Напишите свой адрес. Я обязательно с вами в скором времени свяжусь и отправлю вам подарки. И еще раз вас хочу попросить, друзья. В прошлом видео я говорил о старте голосования за лучшего блогера «Дальнобой за границей», в котором я принимаю участие в номинации. Там много ребят, много блогеров. Ссылочку оставлю в описании. Спасибо большое всем тем, кто проголосовал. Кто-то, если забыл или сомневается еще до сих пор в выборе, обязательно не сомневайтесь, переходите в ссылочки по описанию, в закрепленном комментарии на голосование, и буду рад, если вы отдадите голос за меня. Если же нет, там много достойных ребят, за кого можно проголосовать. Всем большое спасибо и смотрим дальше. Сейчас такой серьезный подъем был, если честно. Такой длинный. Я его сквозь вот эту белую пургу увидел. Думаю, елы-палы, надо скорость набирать. Короче, разогнался по максимуму. Километров до 100 успел разогнаться. И смотрю, там наверху едет посыпалка. Песочком сыпет. Камера, к сожалению, была на зарядке, выключенная стояла. А он еще, главное, когда сыпет, он идет по центру дороги. Я уже думаю про себя: мужик, давай чуть в сторону уйди, потому что, тут колея, чуть-чуть чистая дорога посередке, и стараешься серединки держаться, и он посередке идет. Мы идем лоб в лоб, получается. Он на меня, я на него, но мне-то под гору сложнее. В общем, мужик молодец, он, конечно же, уступил, он чуть-чуть съехал в сторону, я немножко в сторону съехал, мы так и разошлись. Но он там горочку, конечно, знатно посыпал. Я уже когда на песочек встал, уже дело совсем по-другому пошло. А здесь вот так вот, видите, совсем он так чуть-чуть, как говорится, сыпнул на поворотике. Все, и опять горка пошла. Ой. Ну что, осилим? Осилим, куда мы денемся. А вот знак стоит: одеваем зимние цепи, типа когда моргает. Но я, правда, даже не знаю, оно вообще включают их, не включают. В общем, сейчас будет спуск и подъем. Ой. Ну, осталось немножко, осталось парочка спусков, парочка подъемчиков, а там уже полегче будет. Даже уже если и снежок, то там так более-менее нормально. Там после Форт Нельсона начинаются, до Форт Нельсона еще движение большое, то есть там много нефтяников ходит. Очень много ходит нефтяников, конечно, и за счет этого там дорогу, конечно, засыпают конкретно. Вот здесь уже машины пореже ездят, вот, поэтому здесь сильно так по прямой особо не сыпят, а вот уже когда повороты, либо подъемы, спуски, тогда подсыпают. Кстати, вот еще хорошо, что, наверное, этот снегопадик начался днем, а не ночью или рано-рано утром, потому что я заметил здесь, вообще по Канаде, они вот так вот, допустим, рабочий день начинается часов в 7-8 утра, все, они тогда выезжают. Там в часов 5-6 вечера рабочий день закончился, они домой. Как-то я прям вот после 8-9 вечера особо не видел, чтобы увлекались там чисткой дороги. Вот. В основном днем в рабочее время. Так что это хорошо, что мы сейчас днем в это дело попали. Ну и вам интереснее смотреть, я надеюсь, приключения по Британской Колумбии. Ой, я не знаю. Вы понимаете, какая ситуация? Ты вроде едешь, вроде что-то немножко переживаешь за дорогу. Все-таки
ну, скажем так, по таким северным местам, по таким заснеженным дорогам опыта немного. Водительский стаж, конечно, у меня большой. Я считаю, что большой. Грубо говоря, вот с 18 лет, как я права получил, я, наверное, не было... Не, ну, конечно, были дни, когда я был не ездил. Вот. Но так, вот я с горочки иду, я немножко сдвигаюсь, потому что чувак под гору валит. Насчет опыта, да, я сказал. Значит, с 18 лет. Вот мне скоро 34 будет. Ну, не скоро, ладно, пусть 33. Значит, 15 лет. 15 лет все-таки, ребята, стажа. И зимой, и летом. Я понимаю, что это немного, но все же для моего, скажем так, юного возраста, я считаю, что водительский стаж, конечно, у меня неплохой. Сейчас ребята сидят и думают: вот Димон, вот молодец, а. Сам себя не похвалишь, никто. Ладно, все. Как говорится, закрой пильку. Это у меня так бабушка говорила. Закрой пильку. И говорит по сей день. Бабушки, ребята, уже... Чтобы не соврать, ребята, дай бог, чтобы не соврать. 86 или 87 лет уже. На носу уже 90-летие, а? Представляете? У меня мои видеоролики иногда, конечно, и мама просматривает. Я уверен, что мама будет смотреть. Наверняка и с бабушкой. Поэтому, мама, бабушка, вам привет огромный из Британской Колумбии. Я вас очень люблю. Спасибо большое, что вы меня родили, вырастили, воспитали, привили нужные привычки. Ненужные привычки я сам взял. Я надеюсь, вы на меня не серчаете за это. Надеюсь, вы гордитесь своим сыном и внуком. И жена моя смотрит с дочкой. И вас, девчонки, я люблю. И вам привет огромный. Вы у меня тоже умницы, красавицы, самые лучшие на свете. Спасибо вам, что вы у меня есть. Ай, минутка лирики и романтики, друзья, прозвучала. Ну и куда же без вас, подписчики вы мои дорогие? Фанаты, хейтеры, случайно зашедшие на канал. Ребята, всем вам уважуха, респект, уважуха. Также вас я ценю, люблю, уважаю. Спасибо огромное, что вы со мной. Если бы вы меня не смотрели, я бы и не снимал. Оно ж так и происходит. Я когда заснял свое самое первое видео на канале, я думал: боже, кому я вообще нужен? Кому будет интересно смотреть это дело? Ну, однако нашлись люди. Кому-то стало интересно. Вы начали писать комментарии, поддерживать меня, просить какие-то темы осветить. Ну, так вот оно пошло и поехало. Так что без вас не было бы и канала. Без вас я бы и не снимал. Так бы, как говорится, no name, так бы и был бы. Ну, а так вот появился канал Дима Малыш. Путешествия и работа по Америке. Моя жизнь. Что-то я разошелся, друзья. Ладно, все, буду закругляться. Я тут начал вам какие-то истории рассказывать и перешел куда-то не в то русло. Ну, в общем, вы меня поняли. На самом деле, любите своих близких, родных, окружающих. Уважайте друг друга. И все в этом мире будет прекрасно. А маленькие трудности, это маленькие трудности. Вы пройдете вперед, а они останутся позади. Так, значит, подбираемся мы сейчас с самой верхушки подъема. Знаем мы это место. По-моему, про это место мужик и говорил, что до сюда
еще как бы сложновато будет, а там уже полегче должно быть, надеюсь. Значит, здесь такое место, где остановиться, проверить тормоза. Я уже столько раз останавливался, все у меня проверено, все в порядке. Так. Ну, а теперь у нас будет длинный и затяжной спуск. Ну что ж, подъем взяли, а теперь, надеюсь, и спуск нам поддастся, правильно? Ох, тут он и крутой, конечно. Форт Нельсон, 80 километров. Так, он, дружище, идет. Двойной. Топливо, наверное. Топливо, наверное, везет. Потихонечку. Давай, дружище. О, как он хорошо прошелся. Видели? Сколько там песочка подсыпано. Все, таким образом сейчас тихонечко мы и спустимся. Аккуратненько, не спеша. Ох и красотень. Ох и красотень. В общем, добрался я до Форт Нельсона. Долбанный этот ковид, ребята, как он задолбал, честно. Хочется нормально, по-человечески остановиться, куда-то в ресторан сходить, покушать. Как бы еда-то есть с собой, но нормально хочется что-нибудь там, пюрешки какой-нибудь, кусочек мяса. В общем, сделал я 20-минутную паузу, сходил в туалет. Здесь по Канаде не обязательно, то есть в Америке нужно обязательно там 30 минут. Каждые, допустим, не больше, чем 8 часов вы можете управлять автомобилем. Ну, я имею в виду грузовиком. По Канаде нету таких обязанностей, таких ограничений. Здесь можно, вот как у вас дано, там 13 часов, да, значит вы можете 13 часов ехать без этого. Без отдыха. Ресторанов тут по сути и нету. Есть там какие-то типа пицца или шмица, тако, по-моему. Но он что-то с правой стороны, и то я не уверен, открыты они или закрыты, потому что вообще никто не останавливается здесь. На заправке можно купить там какое-то печенье, либо булочку. Вот такое. Так как у меня есть своя еда, нарезал я себе бутербродов. О, 2 кусочечка колбаски. Так и есть, короче, 2 кусочечка колбаски. Это я когда был на Аляске, город Дельта Джанкшн,
Купил я там русской колбасы, салями аппетитная. Значит, намазал это все дело маслом. 2 кусочечки колбаски. Сверху сыра. Взял себе стакан большой горячего кофе. Я бы мог бы сам себе чайку сделать, но, честно, уже не то, что надоел чай, просто хочется кофе. Я уже кофе, наверное, несколько дней не пил из-за отсутствия его вообще. У меня есть свой кофе, ну, что-то тоже было как-то, я лучше думаю, сварю себе чайку. Значит, сделал пару бутербродов и выдвинулся дальше. Значит, следующий по маршруту у нас из больших городов, я имею в виду. Форт Сен-Джон. Значит, там уже вот Форт Сен-Джон, все, после него уже начинается цивилизация. Там уже как бы гораздо чаще города встречаются, уже машин побольше. Ну, в общем, там все уже, туда добрался. Там и запчасти есть, и мастерские, если вдруг что-то случилось. То есть, в принципе, мы уже практически доехали до людей, так скажем. Потому что здесь такие еще места, конечно, дикие. Города встречаются, но вот такие маленькие. То есть, тут 2 улицы, 2 светофора, 2 улицы, вот тебе и город. И таких городов тут буквально раз, два, три и все. И больше нету. Вот, значит, до Форт Сен-Джона 380 километров. Вроде бы снегопад уменьшился. Дорогу, как видно, уже прибрали. Вот, здесь хорошенечко посыпали, прошлись. В общем, эти 380 километров, ну, часа за 4 я должен пройти. Как раз сейчас 3 часа дня, солнце садится где-то в 5:30, плюс еще туда-сюда час у меня есть, ну, пока оно там еще не совсем ночь начнется. В общем, практически в светлое время суток я буду вот эти часа 4 ехать, практически. О, видали, как хорошо здесь дорогу почистили? Вот, и я решил, в общем, раз тут ничего нету, покушать нормального, я сам себе наделал этих бутиков, ну, по-быстрому, потому что есть у меня нормальная еда, и пельмешки есть, и яйца могу пожарить, и курица есть. Вот, и овсяночку могу себе сделать, ну, в общем, и картошку пожарить, но на это все нету времени. Уже доберемся до, как говорится, до большой земли, до Форт Сен-Джона. Ну, а там уже и ужин себе сварганим. Вот. А сейчас надо молотить. Молотить, пока есть возможность, пока вроде снежок закончился, надо ехать. Смотрите, как интересно. Отъехал я километров 90, наверное, от Форт Нельсона. Опять снегопад небольшой начался. Ну, видно, что здесь снега не было, потому что дорога хорошо почищена. И то, что сейчас, это уже как бы намело. И так интересно, солнце пробивается сквозь снежные такие тучи. И такая дымка создается. Тоже зрелище, конечно, очень крутое, мне нравится. А сейчас не было бы этих туч, солнце бы прямо в глаз бы светило, бы ехать невозможно было. А так вот вроде раз и просто как такой светильничек, как ночничок. Здорово. Я чувствую, сейчас километров 20-30 проедем. И все, закончится эта ненастная погода. Там будет солнышко светить, красиво будет.
ясно. Ну, в общем, что не включение, все хорошо. На самом деле, а чё грустить-то? Хорошая дорога, прекрасная погода. Светит солнце. Ах, ляпота. Песочком посыпано все. Правда, песочек этот мне уже обернулся таким приличным сколом, знаете. Даже не знаю сколько, ну, в сантиметр, наверное, в диаметре. Прилетел, короче, камень мне от встречной фуры. Вот. И сделала хорошенький скол. Правда, на пассажирском. Хорошо, что хотя бы на пассажирском. А то вот так оно бы висело прямо перед глазами бы, да, если с моей стороны. Ну, я вам потом чуть позже покажу. Неприятно, неприятно. Здесь часто, ребята, только поменяешь лобовое стекло, поехал на Аляску, все, разбили. Потому что камней много на дороге сыпят. Да и вообще есть дороги, где просто грунтовка. Там вообще, конечно, камни летят, разбивают все, что хочешь. И фары, и лобовое, и все, что хочешь. Это, конечно, вот такой большой минус. Я в прошлый раз съездил на Аляску. Чудом мне повезло, ничего не разбили. В этот раз доехал до Аляски, думаю, ну как хорошо мне пронесло. Всю дорогу проехал, и ни одного камушка не прилетело. И сейчас вот еду на обратную дорогу. Один единственный камень за всю дорогу прилетел мне в стекло. И сразу скол. То есть обычно даже бывает как, прилетает камень, но ну как-то так ударяется, что ли, какой-то удачной стороной, когда, ну ничего, не оставляется ни следа, ни скола, ни трещины. Вот. А тут первый камень, и сразу раз тебе, и все. Содрало кусочек. Ну, он вроде нормальный. Если трещина не пойдет, в принципе, так можно ездить. Там ничего страшного нету. Утро начинается у нас из маленького городочка под названием Четвинд. Реально маленький тут, ну как, в пределах вот того, что я ехал, всяких поселков и сел, это достаточно большой город, прям мегаполис. Вот, почитал сейчас Википедию, значит, здесь, в принципе, народу проживает немного. Вот, но славится, видите, тут свои заводы и так далее. А чем славится для окружающих, ребят? Потому что вдоль дороги на многие-многие километры расставлены вот такие вот фигуры разные. То есть все это ручная работа, видите? Предатор, Чет, Данчук, Данчук, слушайте, фамилия, как будто этот наша, как или украинская, или 2017 Chainsaw Current Championship. Я вот еще что читал в Википедии, просто Википедия все по-английскому. И, ну, как бы ты читаешь, вроде понятно, а вроде не совсем. Значит, chainsaw — это пила. Бензопила. Я так понимаю, что, видите, 2017 год, Chainsaw Championship. Значит, это проводится чемпионат по вот вырезке и это электропилой, бензопилой. Это в 2017 году такая скульптура. Вон там, на той стороне. Вон там. То есть они вот очень много. И каждый там, не знаю, 50 метров разные фигуры. Сейчас я вам до следующей покажу. Каждую уже подробно, конечно, не походишь, не поснимаешь. Вот. Но хотя бы вот 2-3 покажу вам. Это, оказывается, видите, бензопилами выпиливают. Почему здесь именно это зародилось? Ну, я так понимаю, что это здесь. Загуглите. Четвуд, Британская Колумбия. Посмотрите, здесь что у нас вырезали. Значит, тут получается Мишка ловит лосося. Стоит где-то на камне и ловит лосося. А сверху такой орел летит. Видимо, тоже охотится на рыбу.
Это настоящее дерево, залакировано. И как у них тут написано, видите? Так, first place and people choice. Первое место и как бы зрительский выбор. Life is short. Burn hard. Жизнь коротка. Hard это как бы тяжело. Very hard. Очень тяжела. Жизнь коротка и очень тяжела написано. Хирому Курита. Буква здесь непонятно, что там. Чихара Джапан. Короче, это из Японии. 2007 год. Chainsaw Current Championship. Представляете? Это 2007 года. Из Японии. Видимо, этот. Ну, пойдемте еще одну посмотрим. А вот, посмотрите, какая страшная скульптура. Значит, тут какой-то демон с косой из скелета. Тут у него какие-то кости. Это реальное дерево, друзья. Здесь у него вырванное сердце, он сидит, смотрит. Обалдеть. Значит, Гремлин Complicated. Райан Кук. Бритиш Колумбия, Канада, 2017 чемпионшип. Но это не значит, что он победитель, он просто, видимо, участвовал в 2017. Внизу череп. Ну как вам, я не знаю. Это, на любителя, наверное, такой страшный монстр. А это все бензопилами. Ну все, еще последнюю, вот она рядом стоит. Там какой-то кентавр. Или с рогами. Кентавр первый раз вижу. Вот такой вот, видите? Да, и написано вот лесной протектор, лесной как бы защитник. Майк Винья, Онтарио, Канада, 2017 фестиваль или чемпионат по вырезке бензопилами. А тут получается у него как бы такой трость в виде змеи, видите? И перо еще. И таких тут вот я только 4 обошел. Вон стоит там черепаха какая-то, вон стоит, вон там стоят. И так будет продолжаться еще многие-многие километры. Здесь этих фигур очень много. В общем, интересный город. Прохладно по улице ходить. Значит, вон там наш трак стоит. Все, выезжаем в дорогу. Сегодня уже должны доехать до границы с Америкой. Продолжаем двигаться по Британской Колумбии. Значит, сейчас спустились. В принципе, вся вот эта дорога сейчас. Мы съехали с Аляска Хайвей возле Досан Крик. Там, где она... Ну, это было ночью. Ночью я проехал такой городишко Досан Крик, там, где начинается Аляска Хайвей. Вот. А после этого уже все, встали мы на 97-ю дорогу, которая идет на юг, на юг, на юг и упирается потом в Америку. Сейчас мы двигаемся в сторону города Принц Джордж. Я вот еду и думаю, такие названия красивые в Британской Колумбии, да, городов. Принц Джордж, Досан Крик,
Форт Сент-Джон, Форт Нельсон. Ну, не знаю, названия такие какие-то интересные, как, знаете, как из фильмов, такие, как из сказок, что ли, как из рассказов. На самом деле, такие названия вот так вот решили канадцы назвать свои города. Звучат красиво. Ну и, в принципе, и края, в которых они находятся, тоже очень красивые. Опять небольшой снежок пошел. Как раз вот вроде бы погоду смотрел, до Принц Джорджа будет снежок. Температура где-то на улице сейчас минус 10. В принципе, нормально. Не холодно, сильно не жарко. Дорога практически вся вот такой и будет, извилистой по ущелью, вдоль речек. Будем сверху спускаться потихонечку, потихонечку, такие плавные спуски, аж до самого штата Вашингтон, до самой Америки. Летом здесь, конечно, необычайно красиво. Да и зимой, в принципе, пейзажи такие, что закачаешься. Так, в Принц-Джорджи мы приблизительно будем через часа 3. Километров 300 мне туда пилить. Наверное, да, я сделаю там небольшую остановку, пообедать. Посмотрим. Вы только посмотрите, сколько вообще снега, какие сугробы вдоль дороги. Здесь, конечно, насыпает нормально. Да я сейчас проезжаю какое-то горнолыжное такое место. Здесь мы, немножко поднялись, скоро, видимо, будет спуск. Потому что я так неуверенно говорю, потому что я в этих краях не часто, я только второй раз в жизни по этой дороге проезжаю. То, что по карте вижу, что здесь какой-то заповедник, знаки стояли, лыжные базы, лыжные зоны, значит, люди едут со снегоходами, люди едут со сноубордами, с лыжами. В общем, развлекается народ как может. Зимняя активити, так скажем. Но снегу навалило, обалдеть. Местами даже проезжал. Вот высота трака, наверное, где-то 3 метра сугробы. Представляете? Обалдеть. Погода, конечно, да, зимняя сказка, вот на самом деле. Так, что-то машинка с левой стороны на обочине остановилась. Ну, видать, уже не так давно, конечно, но что-то она прям на самом подъеме остановилась. Либо подняться не смогла, либо что-то такое, что-то сломалось. Так, а вот вроде бы как уже и спуск пошел. Не сильный уклон пока месть, но
такой, знаете, затяжной, плавный спуск. Поэтому надо быть, конечно, предельно внимательным и осторожным. Потому что здесь как это, как в работе сапера. Одно неверное движение и все, приехали. Одна ошибка. Пока вроде едешь, вроде хорошо. А как что-то раз, то все, приехали сразу же. Поэтому тут, как говорится, надо успеть и не надо спешить. Тем более дорога такая вся извилистая. Подъемчики, спуски. Так, вон машинка повернула направо со снегоходами. Все, сейчас народ поедет куда-то кататься. Вот им здорово. Да, ребята, я говорю, вроде бы хоть бы знак поставили, что ли, что спуск, а то так только вот на глаз и можно определить, что идешь по спуску. А скорость машина набирает приличненько. Приходится притормаживать очень-очень аккуратно. Потому что если разгонишься, то уже все, потом не поймаешь машину. Потом все, приехали, называется. Ну, хорошо, хоть песочком посыпали немножко службы. Вот так вот. Так, сейчас вот карту проезжаю, написано парк штата Бижу Фоллс. Фоллс — это у нас водопады, Бижу, ну такое название, Бижу Фоллс. Так что можете посмотреть по карте, где это находится. Парк штата Бижу Фоллс. Размять немножко ноги, спину. Ну что, работяга, 5 часов. 5 часов мы проехали. Все, и снежок был, и песочек. Спасибо тебе, работяга, что везешь меня верой и правдой. Ну что, пойдем посмотрим, как тут он у нас поживает. Аляскинский снежок еще остался на раме. Тут немножко его занесло.
Там вообще ни фонарей, ни номеров, ничего не видно. Уже половина поотваливала, сейчас -4 на улице. Здесь вообще было, помню, там на Аляске вообще все в снегу было. Ну, тут уже поотлетало. Что у нас тут сзади? А сзади у нас добрый вечер, здравствуйте. Ни фонарей, ни поворотников. Значит, сейчас тут хотя бы фонари надо почистить, потому что люди едут сзади. Надо, чтобы они видели стоп-сигналы, поворотники. Так. Глаза ему протрем. Задние. Так. Все. О, холодный снежок. Номер протрем тоже. Все. О, ну вот. Неплохо. Ну что, пойду сейчас схожу в магазин. Вы меня, конечно, извините за мой внешний вид. Это дорога такая делает. Борода сразу, небритость вырастает. Волосы эти неухоженные. Ну ничего. Приведем в порядок и себя, и Кенворта. Уже до Америки доберемся. И приведем в порядок всех. Ну что, пока схожу, наверное, в магазин. Перекусим и дальше двинем. В общем, хотел я сходить в магазин, умыться, там сделать свои дела. Нифига, ребята, все закрыто. Канада, спасибо тебе огромное. У них постоянно все закрыто. Нигде ни покушать, ни в туалет не сходить, ничего. Очень мало мест, прям приходится искать. Одно из них это Тим Хортонс, который работает 24 часа в сутки. Это кофейня. Там и перекусить можно, и кофе взять, и в туалет сходить. И Wi-Fi у них есть. Короче, ребята, Тим Хортонс рулит. Хотел на дроне полетать. Кстати, вот вы меня спрашиваете, что за модель. Ребята, вот Mavic Air 2. Чтобы вы знали. Потому что многие спрашивают меня, что за дрон, что за дрон. Как бы всем отвечаю, но все равно никто... И все равно спрашивают много раз. Значит, Mavic Air Pro 2. Что-то еще хотел сказать. А, вот, скол, видите? Обещал вам показать скол. Вот так вот мне вчера разбили, видите? Кусочек выбили. Ну, нормально, вроде бы трещина не пошла. Так что можно ездить. Ну что, едем на Тим Хортонс. 1,5 часа еще. О, это не заканчивается. Ну что, ребят, все, мы приехали. Это другой город. Это город называется Вильямс-Лейк. Потому что в том городке, где я в поселке останавливался, там нету ничего. Такая сегодня погода классная. Вот здесь я сделаю свою паузу. Вот я говорил, Тим Хортонс, видите? Это канадская сеть кофеин. Подобие американского Старбакса. Значит, Вильямс-Лейк. Красивое место. На берегу здесь реки, такого большого еще водохранилища. И находится оно тоже в низине. То есть мы сейчас спустились с горы. И вон туда еще можно еще ниже, видите, опуститься. Вот я подошел как бы на смотровую такую площадку. Вот она, река течет. Раз. И туда она уходит в большое, огромное водохранилище. Оно сейчас там замерзшее. Ну вот. Смотрите, когда фронт такой получается, снежный фронт, идет снег. Солнце пытается пробиться, но никак не получается у него. Вот здесь, вы видите, у подножия гор. Здесь гостиница, вон Рамада стоит. Можно там отдохнуть, заночевать. Да, но только у нас времени нету на ночевки. Вот. Это, конечно, не трак-стоп, но на траке можно заехать. Вон еще один коллега привез доски на белом траке, на белом фритлайнере. Канадец. Все. А, да, закончились, получается, нефтяные делянки, там, где соляру возят, нефть возят. Здесь уже все. Это местность, те, кто возят доски. Лампер. Вон, видите, там компания внизу. Вон там лежат пачки уже упакованные доски. То есть здесь везде лесопилки, валят лес, канадский лес и отправляют на Китай, еще куда-то, а потом с Китая делают дешевую мебель и отправляют обратно к нам в Америку.
все, иду, короче, отдыхать, кушать кофе, разомнемся и поедем дальше. Ну все, Димка перекусил, Димка отдохнул. И покидаем мы с вами Вильямс-Лейк. Спасибо большое этому месту. Видите, в Канаде тоже действует система стопов. То есть с каждой стороны по стопу. Надо остановиться и только потом продолжить движение. Нам здесь нужно направо повернуть. Ну что, мне осталось до Америки 500 километров. Если быть точнее, то 479. Я округлил немножечко. В общей сложности ехать где-то 5,5, наверное, часов. Как раз у меня осталось 6,5. По книге я могу ехать. И 5,5 мне нужно, чтобы добраться до Америки. Мне вот только туда пересечь границу, и сразу же я останавливаюсь. Там буквально через 100-150 метров будет стоянка для грузовиков. Почему я так рвусь? Потому что уже устал, мне надо интернет, надо какие-то там дела, позвонить семье и так далее. В общем, без интернета сложно, друзья. В Канаде интернет он есть, но он как в роуминге. Вот. А как только границу пересекаешь, сразу интернет уже безлимитный. Ну и файлы надо же передавать, чтобы видео вы могли смотреть. В общем, все, движемся на Америку. Прямиком на Америку. 500 километров. Доброе утро всем! Посмотрите, какое прекрасное утро, какой рассвет за моей спиной. Это значит то, что я добрался до штата Вашингтон, до Соединенных Штатов Америки. Вчера ночью я пересек границу и сейчас нахожусь в пограничном городе Сумас. Маленький городишко. Чисто работает на пересечение границы. То есть здесь местных жителей очень мало. Добрался я в порядке, все было хорошо со мной. И это означает только то, что, к сожалению, наш рейс, наша серия, наше видео, наш фильм про Британскую Колумбию, про путешествие, а в целом дорога с Аляски до основной Америки подходит к концу. Я хочу сказать, что эта дорога была непростой. Если она кому-то показалась легкой, то это не так, это неправда.
На самом деле было все очень сложно, ответственно, серьезно. И все, кто вдруг когда-нибудь поедут так же, как я, будьте внимательны и осторожны. Эта дорога не прощает ошибок. Берегите себя, уважайте друг друга, любите. Всем пока.